Я приветствую вас, дорогие нефалемы. Вышел очередной ежеквартальный отчет Близов о Diablo 4, который в основном был посвящен графическому дизайну мира Санктуария, а точнее о локациях и подземельях. И если честно, после увиденного я был в восторге и считаю, что это революция в жанре RPG. Нам показали достаточно много материала, и чтобы вам не тратить время на прочтение, я постараюсь вкратце рассказать и показать все детали. Но кому будет мало, я прикреплю ссылку в описании, где вы сможете подробно ознакомиться со всеми материалами. Поэтому let's go! На старте Diablo 4 будет представлена 5 различными регионами Санктуария, охватывающими области: берег Скозглина, Арбейский монастырь, Киавашат, также подземелья Санктуария, забытые места мира, гнусные пещеры и залитые глубины. Разработчики хотят, чтобы каждый созданный вручную регион был особенным и обладал глубокой атмосферой. Как именно исследовать мир, решают сами игроки. Команды художников и дизайнеров создали целый мир, в котором можно пройти от побережья к побережью или отправиться на ледяные вершины. Мир игры будет открытым. Подземелья в нем создаются одновременно вручную и при помощи процедурной генерации. Как я уже говорил выше, в Diablo 4 будет 5 больших регионов и свыше 150 подземелий. В ежеквартальном отчете разработчики показали, как выглядят отдельные локации. И сейчас я хочу рассказать и показать самые основные нововведения художников, которые реально делают игру уникальной. Согласно отчету Blizzard, художники окружения Diablo 4 в своей работе над локациями руководствуются двумя принципами. Первый – работа в духе старых мастеров, выдающихся европейских художников. Разработчики Diablo 4 стараются использовать тщательную детализацию, тональный диапазон, цветовую гамму так же, как и классические живописцы. Второй принцип – возвращение во тьму. Blizzard стремится во всех элементах игры показать, что Санктуарий – это опасный мрачный средневековый мир и не отходит от своего фирменного стиля, который присутствовал во второй и первой Diablo. Разработчики также стараются обеспечить правдоподобность, но не реализм визуального стиля. Отталкиваясь от увиденного, мы можем наблюдать то, что атмосфера, свет и бэкграунд будет очень хорошо взаимодействовать с персонажем. Также нам показали, как персонаж будет перемещаться в разных плоскостях с помощью канатов, лестниц и того подобного. Все перемещения с локации в локацию будут происходить максимально плавно и бесшовно, так как это открытый мир. К примеру, залитые глубины – нижний уровень древнего поместья, в котором поселились утопшие. По словам разработчиков, это пример бесшовного, плавного перехода между локациями. Чем ниже вы будете спускаться, тем они будут становиться темнее, со сменой окружающей среды. Также на примере Скозглина вы можете увидеть, как команда художников окружения стремилась передать образ дикого побережья и неукрощенных мысов. Разработчики хотели в первую очередь сделать поселения глубоко взаимосвязанными с особенностями данной местности. Местные жители возводили свои ветхие жилища из подручных материалов. Рыбная ловля – неотъемлемый элемент тяжелых будней местных жителей. Blizzard использует реалистичную и естественную цветовую гамму для всех элементов игры, чтобы создать игровое пространство, графически соответствующее суровому миру Санктуария. Как вы видите, друзья, это реально выглядит круто и очень красиво. Понятное дело, это, конечно, не финальная картинка, и все может меняться. Я, кстати, на многих форумах и сайтах решил посмотреть отзывы игроков, и многие задаются вопросами: а какое же железо потребует наблюдать такую красоту? А у кого-то вообще даже появилась вера после всех неудачных выпусков ремастеров от Близов. Но, как говорится, время покажет. Поэтому, ребята, пишите свои мысли по поводу Diablo 4, а я буду рад пообщаться с вами на эту тему. Всем спасибо за просмотр и цей джем.